Здравствуйте! Меня зовут Маргарита, и в этом уроке мы с вами разберем примеры хороших лендингов и создадим простой лендинг с помощью конструктора на WordPress. Что же такое лендинг? Это особый тип сайтов, оптимизирован для побуждения к действию интернет-пользователя. Традиционный лендинг описывает продукт, его преимущества и указывает на необходимость приобретения этого продукта. Лендинг создаются таким образом, чтобы пользователи, которые ничего не знают о продукте, после посещения сайта совершили ее. Здесь вы видите пример очень хорошего лендинга, где все перекликается, понятно становится, что это за продукт, и интересно просто на это смотреть. Да, то есть мы можем переходить, заказать, узнать у них их веб-сайт, их различные новостные ленты, и также оставить форму заявку. Что мы будем делать? Мы будем создавать лендинг с помощью плагина Elementor для продажи цветов в горшках. Вот наш плагин. Здесь написано о установке и показаны его скриншоты и принцип работы. Плагин очень простой, является неким подобием конструктора. Для начала необходимо установить и активировать его в разделе «Плагины». Он у меня, как видно, активирован, то есть светится таким синеватым цветом. Ну что же, создадим новую страницу. Добавим новую. И изменим наш шаблон на пустой Elementor. Переходим на страницу Elementor плагина и начинаем нашу работу. Что мы хотим сделать? Мы хотим сделать вот такой шаблон. Ничего сложного, но все двигается красивенько. Кнопки подсвечиваются. И здесь идет отсчет. Давайте обновим, чтобы увидеть еще раз. Вот эта кнопка выезжает, и счетчик идет. А также выезжают наши иконки. Отлично. Начнем настройку. Мы создаем несколько консолек. Первая будет содержать два элемента и фоновое изображение. Первый элемент – это надпись с призывом к действию и кнопка с действием. Создаем. Дальше мы не будем создавать, все будет делаться по ходу. Нажимаем и изменяем стиль. Добавляем классический рисунок из библиотеки файлов. Вот у нас есть. Как видно, он в небольшом расширении, потому что у нас не добавлены еще наши надписи. Добавляем текст. Переносим. Заголовок текста вводим и назначаем H1, то есть очень большой шрифт. Изменяем стиль его. Если необходимо, мы можем поставить другой стиль. Но я в настройках задала глобальные цвета, которые будут использоваться. И, конечно же, глобальные шрифты, которые меня устраивают. Шрифты мы можем посмотреть на
googlefonts.com. Здесь мы можем подобрать шрифты под свои нужды. Например, вот такие красивые для сайтов с цветами или открытков про любовь. Или же какие-то записки, а также газетные. Перейдем обратно в наш Elementor и продолжим редактирование. Добавим кнопку. Тип мы ставим обычный. Здесь мы задаем название, ссылку, куда идет наша кнопка. И пишем надпись. Отлично. Мы можем ее немного расширить, сделать побольше и, конечно же, изменить стиль. Давайте зададим стиль при обычном появлении кнопки. Сделаем ее немного песочной. Отлично. И при наведении сделаем ее зеленой. Вот она у нас стала зеленой при наведении. И скруглилась. Добавим линии вокруг. И, конечно, толщину их изменим. Также изменим размер кнопки и его позиционирование линий скругления углов. Думаю, этого будет достаточно. Переходим в общие настройки. Убираем зависимость. И отодвигаем на 20. И здесь аналогично низ на 20. На 100 пикселей. Отлично. Так. Отлично. Также зададим анимацию кнопки. Позиционирование. Видимость на планшетах мы оставляем, а на телефонах уберем. Она нам не нужна будет. Расширенные настройки. Вот она наша анимация. Добавим то, чтобы она всплывала. И не сильно быстро. Отлично. Далее добавим еще один раздел. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 элементов. Выбираем раздел, где 6 элементов. И добавляем текст, текст и текст, а также картинки. Зададим наши картинки. И изменим их на минимальные размеры. Добавим на всякий случай центрирование. И изменим текст.
Также изменим, наверное, цвет текста на более темный, приглушенный. Везде аналогичный. Отлично. И добавим градиентную заливку на общий блок. Вот он, редактор. Градиентный. Первый цвет у нас будет белым, а второй светло-зеленым. Также мы можем с линейной на радиальную перейти, но, пожалуй, мы оставим линейную и просто изменим угол. Думаю, вот так отлично смотрится. Продолжаем создавать блоки. Следующий необходимый блок – это разделитель. Его здесь почти не видно, но мы его добавим. Вот он, разделитель. И дальше два блока. Один из них будет текст и кнопка, а второй – картинка. Кнопку, уже имеющуюся, мы можем копировать и перенести вот сюда, вместо этой. А это мы удалим. Теперь в этой кнопке изменим анимацию. Допустим, на прыжок. Заполним нашу информацию в тексте. Заменим другой стиль текста на второй или даже на третий. Добавим картинку. Изменим картинку, чтобы она была не слишком большой. Да, все-таки так подойдет. И изменим ее стиль. Таким образом, если изменять видимость, закраску, то мы можем, допустим, при наведении, да, проявить ее. Вот так. Ну, в данный момент мы этого не будем делать. Мы добавим границы, чуть-чуть увеличим их в размере. И сделаем цвет, наверное, вот такой. Отлично. И также добавим скругление.
необходимо добавить тень. Сделаем мы это в разделе «Тень текста». Текста. Вот здесь. Немного сместим тень. Растушуем. И увеличим. Давайте добавим анимацию. Выезда. Или мы можем добавить анимацию в стиле, для того, чтобы наш контент изменялся при наведении, как здесь. Вот она, наша анимация при наведении. Допустим. В данном случае мы не будем, скорее всего, делать анимацию при наведении. Удаляем ее. И у нас есть анимация только при появлении. Изменим кнопку. Немного подвинем ее. И увеличим размер самой кнопки. Также мы можем добавить иконку для кнопки. Допустим, вот это. Нет, она не подходит. Хорошо, попробуем добавить другую иконку, которую мы уже использовали. К сожалению, тоже не подходит. Тогда выберем из библиотеки иконок. Допустим, вот такая. И мы можем поменять ее расположение. Давайте, наверное, все-таки изменим иконку. Вот на такую. Отлично. Не забываем сохранять. И теперь, когда мы немножечко изменим отступы, отлично, создадим еще дубликаты слоев. Отлично, мы создали 2 дубликата. Заменим изображение. И изменим расположение. Так. И вот так. Добавим разделители.
И добавим под Valve сайта счетчик и иконки. Ставим изображение, добавляем. Мы можем добавить Google карту. Это Pro аккаунт. Вот он наш счетчик. И, конечно же, социальные медиа иконки. Иконку мы можем добавлять и изменять. Допустим, изменим вместо официального цвета, добавим другой. Я хочу цвет, как у этой кнопки. Возьмем цвет и изменим его. Допустим, вот так. Или же наоборот. Сделаем синюю кнопку. С бежевым фоном. Также мы можем изменять очередность. Так. И, конечно же, добавлять ссылки непосредственно на наши социальные медиа. Изменим их размер. И добавим интервал. Вот так это будет выглядеть. Необходимо добавить еще и отступ сверху. Скругление с двух сторон. И отступ. Давайте поменьше сделаем. Отлично. Теперь мы займемся настройкой нашего счетчика. Допустим, мы будем до 1300. Разделитель оставляем и увеличиваем скорость, чтобы наш счетчик шел быстрее. Добавляем подпись к нему. И изменяем цвет самого счетчика и цвет текста на, допустим, белый. Типографии изменяем размер чуть-чуть побольше. И, наверное, счетчик сделаем немного побольше. Отлично. Смотрим. Почти готово. Осталось всего немного. Адаптивность включить. Давайте посмотрим, как у нас выглядит на планшете. Ну что ж, иконки у нас сбились. Изменим их размеры на планшете. Пожалуй, вот такой отступ добавим. И изменим размер заголовка. Отлично.
Также здесь у нас слишком большой отступ. Аналогично изменяем остальные. И теперь мы видим, что наша кнопка очень близко прилегает к нашей надписи. Мы сейчас все еще в режиме планшета. Так, и изменим немного кнопку. Передвинем ее ближе к центру. Опа. Даже, наверное, 70 поставим. А сверху 90. Вполне себе хорошо. И последний режим адаптивности — это для телефонов. Здесь мы сделаем кнопку невидимой для телефонов. Заходим в адаптивность, и вот она у нас невидимость для телефонов. Как это будет выглядеть? Видим, нет этой кнопки. Добавлять адаптивность и прочее можно бесконечно. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть у нас здесь. Вот таким образом создали сайт. Также, помимо всего прочего, мы можем использовать различные шаблоны, с помощью которых будет легко создавать проекты. Давайте настроим на нашу новую страницу, которую мы создали. Обновим. Вот она у нас появилась, наша новая страница. Пожалуйста. Сайт готов. В этом уроке мы изучили основы строения лендингов и познакомились с прекрасными лендингами.